Последняя из подготовительных задач, на мой взгляд, будет очень жизненной, поскольку что в ней, что в жизни нужно думать головой. И чем чаще, тем лучше. Условия задачи, при каких а из неравенства 2х плюс а меньше 2 следует неравенство х меньше минус 2. Если вы дружите с логикой, то мотайте в конец видео, там задачка решится за полминуты. Всем же остальным предлагаю расшевелить свою рацию, которая просто чахнет от постов новостных лент. Первый вопрос. 7 больше или равно 7? Мне от вас нужен ответ. Да или нет? Скорее кликайте паузу, потому что сейчас будет написан, а потом еще и озвучен правильный ответ. Конечно же да. Давайте-ка объясню, почему это так. Наше нестрогое неравенство равносильно совокупности 7 больше 7 или 7 равно 7. Мы так и читаем левую фразу. 7 больше или равно 7. И если хотя бы одно из условий совокупности выполнено, то стоит отвечать да. Ладно, с этим понятно. Давайте-ка вторую загадку. Равносильно ли левое неравенство правому уравнению? Если с первой задачкой вы не справились, то самое время взять реванш, потому что сейчас уже будет написан ответ. И вновь ответ да, конечно же да, потому что множество решений неравенства и уравнения совпадают. Из левой части следует правое, из правой части следует левое. Всем тем, кто не одолел левое неравенство устно, я посвящаю эту числовую прямую. После чего только представьте, подходит к вам на улице бабушка и спрашивает, а следует ли из того, что x больше чем π, то, что x больше чем e, где π это отношение длины окружности к ее диаметру, а e-шечка это основание натурального логарифма. Ну и кто мне скажет, что эта задача не жизненная? Ну, если в предыдущих загадках 2 балла не получили, то давайте скорее реванш, потому что вот он ответ. И ответ, конечно же, да. Да, следует. Если x больше чем π, то он подавно больше чем e. Смотрите на числовую прямую. π правее чем e. Ну вы только представьте, берем и какое-то число большее чем π. Ну 4 там или 5. Оно, конечно же, оказывается больше чем e. Это объясняет, почему выполнено следствие. Но только слева направо, а вот справа налево нет. Я уверен, что вы справитесь с основной задачей видео. Любезно напомню вам ее условия. При каких а из неравенства 2х плюс а меньше 2 следует неравенство х меньше минус 2. Для начала решим первое неравенство относительно переменной x. И призадумаемся, при каких значениях параметра из этого будет следовать то, что x меньше минус 2. Смотрим на числовую прямую и думаем, где же может находиться корень минус 1/2 а плюс 1. Думали, не додумались. Ну хорошо, возьмем его правей. Вот нам годятся все числа вплоть до минус 1/2 а плюс единицы. Выполнено ли нужное следствие? Ну, ребятушки, конечно же нет. Посмотрите на конкретные числа и подумайте сами, в чем противоречие, почему нет следствия. Вновь позовем на помощь числовую прямую, только корень уже расположим левей. В такой ситуации множество решений неравенства x меньше минус 2 стало в себе поглощать, или включать, если угодно, множество решений неравенства x меньше минус 1/2 а плюс 1. Да, в такой-то ситуации все в порядке. Осталось формализовать наше умозаключение. Если точка минус 1/2 а плюс 1 окажется левее минус 2 или совпадет с ней, следствие будет выполнено. И выполнено оно будет при а больших или равных 6. Всем тем, кто понял, почему случай совпадения точек тоже годится, мое почтение. Ну а кто не понял, спросите, уж ладно, подскажу.